Эй, с тобой Коноплёв Плей. Сегодня мы начнем прохождение игры под названием This is the Police. Я, поиграл в эту игрушку, играл на запись с первого раза, и у меня были проблемы с записью, так что вы не удивляйтесь, что я сейчас при вас начну новую игру, а не как-нибудь там отрежу день первый. Давайте начнем. Да, в начале игры у нас выдаются вот такие газетки. Мэр Роджер сексуальный маньяк. Мэри подтвердил слухи об отставке Джека Бойда. Ладно. Поехали. Нормально, с третьего раза все заводится. На инжекторе. Хотя она... Это 60 какой-то там год, скорее всего, она бензиновая. Ну ладно, не об этом дело. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. Извините, просто ко мне зашли, мне пришлось запись ставить на паузу, а вот это уже на паузу не ставится. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Еще какой-нибудь шишки. Отношение к нам. Нам главное и нормально ответить, и мы не подставить. Доброе утро, спасибо. Шама официально объявила об вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Ой-ой-ой, это... Я ждал подобного дерьма от мэра. Ну давайте, мэр обсуждал это со мной. Вы знаете имя своего преемника? Нет, мы не знаем. Конечно, нет, и сомневаюсь, что мэр знает. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирается покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он сможет передумать? Ну, думаю, может быть, он передумает. Хотя Кендрика оправдали, многие вещи говорят, что полиция работает с мафией. Что можете об этом сказать? Чушь. Нет, это говно. Извините, это полная... Ну, понятно, мафия и полиция работают вместе. Может, они еще с пришельцами сдружились? Мафия — это кучка придурков. У кого-нибудь есть нормальные вопросы? Верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Ну, наверное, нет. Ему лет 60. Все, спасибо, пошли вон. Мы, нам лет 60, и с мэром нам придется сотрудничать. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Ну, здесь дальше особо ничего и не будет. Нам нужно сейчас начать рабочий день.
Все, поехали на работу. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma. Сейчас будет рассказывать. Сейчас в начале очень много... нет, не нужно. Да, вот там было написано. В начале очень много ненужного дерьма сунули. То есть очень много ненужных мультиков. Зачем нас знать про кафетерий? Там, конечно, немного остается состояние. Вот откуда эта сигара, я вам скажу, это мэр, короче, к нему потом пришел и ее всунул. Ладно, первый наш вызов, что у нас? Мы с женой выходили из магазина, увидели, как фургон на парковке сдал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик и спокойно уехал, когда увидел, что под колеса попал бомж. Вот так вот, наверное, котяры перди пойдут. Коти и перди. Музыка спокойно у нас играет. Так, кинотеатр. Кинотеатр The Last Picture Show. Администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма «Гражданин Кейн» в зал попытался попасть нормальный мужчина с доской сноуборда, да и надписью «Розовый бутон». Когда его допустили в зал, он разбил Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской и теперь отбивается от охранника кинотеатра. Ну, я думаю, опытно надо как послать. Блин, тут вообще не баба остались. Ты что здесь делаешь в полиции? Вот кто тебя пустил в полицию, ты понимаешь меня? Кто тебя впустил в полицию? Что у тебя? У тебя проблемы с алкоголем. Мы тебя уволим потом. Через пару дней у тебя... Ну, у тебя 90, может быть, ты еще и нормально будешь работать. Ты у нас сотенька, у нас больше 150, то есть это уже ценный, нормальный сотрудник, то есть вполне рабочий, хороший такой, на которого можно положиться поначалу. Так, а чё? Чё у нас? Ага. Вот, нормально, 410 очков смогли захватить одного мужика, который там бомжа сбил. Что у вас? Давай, говори. Так, что здесь? И здесь преступники пойманы. Все, гражданские невредимы. Нас могут убить полицейских на задании, вы понимаете? И это... Так, что у нас? Вооруженное ограбление пригорода. Трое подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин, где кассету, тащив весь ассортимент фильмов для взрослых. Грабители скрылись на машине, но продают на полном номере автомобиля. Хозяйка Дженни Браун живет в пригороде. Блин, мне отправить никого не было. Вот куда. Вот что здесь. Раз сестры сцепились с друг другом, приглашение завещания погибшего отца. Мы не рискнем разнимать их краник на больничном. Но брат и сестру может и они расцепят. А вот нам сейчас надо ждать двоих. Так, давай-ка Янси поедет. Ну и Чубака. У меня вот по парам как-то они будут работать. Это Цубака. Кто ж придумал такой Чубака? Цубака это. Ой, у нас новый вызов. Я что-то у меня рядом телевизор работает, я в телевизор еще гляжу. Прохожий видел, как несколько подростков напали пожилого музыканта. Вы чё? Пожилого музыканта. Вот ты вот, я боюсь, ты мне загадишь всю операцию. Ну давайте, чуваки. Вы у нас это прокачанные, у вас хороший уже потенциал. Я вижу, понимаете? Вот вооруженное ограбление. У дома Браун действительно стоит та самая машина. Из окна гостиной доносятся стоны и громкий смех. Давайте через открытое окно проберемся. Так, офицеры невредимы. Вот, все отлично. Все, вы молодцы, красавчики все. Кроме тех, кто упустили этого. Так, что там? Вот эти вот просрали заданницы. Так, что по нападению? У нас сегодня будет больше такой обзор
самой игры и серия, она как-то не особо затянута будет, поэтому вот я думаю то, что еще день отыграем и все. День. Или как? Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he Ладно, liked to давайте grumble and crack посмотрим wise. мультик, и я думаю, Nowadays, he закончим doesn't на have the этом. strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Вот сейчас у нас, походу, появляется там, когда мы с вами пропустили мультик, мэр сказал нам, что мы будем работать 180 дней. И сейчас нам еще говорят, что за эти 180 дней мы должны заработать $500 тысяч. Ну, то есть $500,000. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Вот про что я говорил, опять опаздывает звук. Ладно, пропускаем.
Вот третий день мы уже с вами отыгрывать не будем. У меня времени уже на запись практически не осталось. Поэтому всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось мое обновление канала. Я выпущу потом подкаст, в котором объясню... объясню, какие обновления будут на канале, что будет теперь еще выкладываться на канале помимо игр и всякого такого. Хотя, ну да, будет отдельное видео, поэтому. Так что всем спасибо за просмотр, всем